У Киева на основных театрах военных действий уже не осталось целой техники. Ту, что есть, прячут в жилых кварталах. Свидетельство у Семена Еремина. Это бывший пункт пропуска Волноваха, граница Украины и ДНР, которая уже отброшена вместе с киевскими войсками. Мост, который взорвали, чтобы сдержать напор Донецка. Еще 10 минут по прямой, впервые этой дорогой для гражданского транспорта. И вот она, Волноваха. Такое происходит, когда бьются две серьезные силы, хорошо вооруженные и глубоко мотивированные, что называется, до упора. Кое-где по городу до сих пор пылают пожары. Один, вот там видно еще один. Бои были очень тяжелыми, но Волноваха зачищена, и здесь больше нет украинских военных. Они отброшены за территорию. Понемногу населенный пункт будет возвращаться к жизни. Первыми, конечно же, здесь отработают саперы. Кое-где заминированные территории и вот такие не разорвавшиеся боеприпасы. Этот факел – горящий газопровод. Так он виден с окраины, где расположен густонаселенный жилой район. Еще две пачки, у нас 5 человек. Воду возить. По возможности вывезите нас, мы всего вместе. В Волновахе войска ДНР подошли 28 февраля. И только в день, когда эту локацию отбили, выяснилось, что все эти люди были в подвалах под огнем. Мы слышали в подвале, как он начал кричать: здесь кто-то есть. И люди говорят: да, мы в подвалах. Он начал кричать: не стреляйте, здесь гражданские. Они не знали, что здесь гражданские. Только в этом доме на 3 подъезда больше 150 человек. В остальных также. Волноваха – это позорное пятно украинского политикума. 20 тысяч человек, поставленных под удар. В подвалах весь город. Это не то, что кого-то вывезли. Вывезли только власть и приближенных к власти. Администрация, полиция, СБУ сбежали за сутки до начала боевых действий. Людей даже не предупредили, никто не смог выехать. А этот спальный район попал в самую сложную ситуацию, разбираться в которой будет военное следствие. Когда я заходила, они сидели с автоматами, а тут стояла какая-то тренога. И вот в этом. А на ней на треноге что? Опишите предмет. Я не знаю, ну такая огромная дура какая-то длинная. Что это такое? Труба, да? Труба такая, да. Бойцы ВСУ оборудовали огневые точки в жилых домах, прямо в квартирах. Технику разместили под домами и долбили отсюда из всех калибров. Вы же видите, они стояли, здесь стояли, потом выезжали сюда, вот пытались же убежать. Но они везде, за домами стояли, где написано «были люди», они ставили напротив надписи «люди», технику. БМП ставили, танки ставили. Ну, понимаете, для чего? Провоцировать. Евгений – командир танковой роты ДНР. Он подавлял эти огневые точки. Все эти надписи и техника под ними воспринимал как блеф. В его представлении армия, вот так прикрывающаяся населением, это преступный бред. Не обязательно, наверное, даже объяснять, насколько тяжелым был этот бой. Вот достаточно на этот дом посмотреть. Здесь, в этом жилом микрорайоне, украинская армия, в том числе и нацбатальоны, сосредоточила очень много техники. Вот этот танк был здесь подбит, он был приписан, кстати, к батальону Айдар. И стреляли по подходящим силам ДНР очень долго, очень плотно. Неподалеку второй сгоревший танк и украинский броневик «Варта». Люди оставались в подвалах без связи и не могли знать о режиме тишины, который объявляли Москва и Донецк каждый день на этой неделе. Когда зашли ДНР войска, они сказали нам, что мы давали коридор несколько раз, чтобы вас эвакуировали. Нам не дали выехать отсюда, нам даже с подвала не дали выйти. Вот так избитое понятие «живой щит» обретало реальные очертания. Тысячи натерпевшихся за 2 почти недели штурма города, тысячи свидетелей. Поведение отдельных украинских подразделений уму непостижимо. Украинские военные, мягко говоря, вели себя здесь странно. Поразграбили квартиры. Одеяло, девочки говорят, не найдут новое в упаковке. Забирали, что ли, забрали. Вот на кухне, вот, смотрите, с эту сторону уж не было. Тоже не попадали, не смотрите. Водка, вино. Смотрите, бутылка. В каком состоянии они стреляли? И что еще они в этом состоянии творили, рассказать потерпевшие могут предостаточно. Ну вот первые подъезды. Заскакивает, а там у нас еще старичок был. И они заскочили и говорят: так, дед, тикай отсюда, мы сейчас будет тут горячее. И бензином и кинули, и оно пылало. Он там пытался тушить. И второй, это же первый, второй подъезд. Какие у нас страшные? Зачем? Как зачем? А разрушить надо все после себя.
оставить пепел. А как они отсюда стреляли в центр города? Отсюда, от нас. И это еще до начала штурма из танков. А во время освобождения Волновахи, отступая, ВСУ и нацбатовцы закреплялись на объектах гражданской инфраструктуры. Из больницы тоже не выпустили ни персонал, ни пациентов. Из этого кабинета явно работал снайпер. Вот боеприпасы. Здесь и целая коробка есть. Это 308-й калибр Винчестер. Как раз для винтовок. Здесь гранаты, пожалуйста. Ну, трогать не буду, мало ли. Много оружия побросали здесь. Бойцы ДНР его уже собрали. Ну, кое-что осталось. Вот части автомата. А актовый зал – это отдельная история. Здесь работал станковый гранатомет, боеприпасы. Вот ВОК-17 тоже гранат, куча. Стрелянная муха, так называемый, одноразовый гранатомет. В общем, больницу превратили в сплошную боевую позицию. Волноваха свое отмучилась. Ей досталась война в худшем из вариантов. Украинцы сделали все, чтобы город стал полем страшной битвы. А затем ушли, оставив повсюду трупы товарищей. Мир должен это увидеть и дать оценку этой вакханалии. Хотя бы потому, что в таком же тяжелом гуманитарном положении находится Мариуполь, который больше Волновахи в 20 раз. И бои там разгораются прямо сейчас. Семен Еремин, Федор Болдырев. Известия. Главное.